Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео предлагаю продолжить рассмотрение темы новогодних праздников. И в этом видео рассмотрим основные атрибуты с ним связанные, а именно ель, Дед Мороз и Снегурочка. Это нам нужно, потому что ель — это символ бессмертия. В наше же время символ бессмертия превратился именно в символ смерти и наносит огромные потери в энергетике человека. А человек тратит жизненные свои силы, энергию, теряет здоровье. В прошлом же и правильное использование ели позволяло, наоборот, это здоровье сохранять, приумножать и жить в ладу с природой. Вот и давайте напомним и историю основных атрибутов праздника, и почему не нужно в наше время терять энергию, а как можно ее, наоборот, сохранять и приумножать, чтобы быть здоровыми в следующем сезоне, в новом году, ходу нового солнца. И, соответственно, увеличивать даже продолжительность своей жизни. Вместо того, что все делают сегодня, а именно направляют всю свою энергию для того, чтобы ее потерять. Мы перейдем к рассмотрению дальнейшей темы Нового года, нового хода Солнца, как вы понимаете. И с этой темой связана елка. То есть основной принцип славян — живи по совести, в ладу с природой. Все. Ну и свято чти богов и предков своих. То есть боги, они же наши предки. Мы их почитаем, помним, используем их мудрость, чтобы и сами двигаться от тьмы к свету. То есть просвещаться, получать энергию Вселенной. Тоже вот ритуал, который был связан с елкой. В чем его суть? Дело в том, что если мы посмотрим на символы богини Мары, а она как бы властелина зимы, черной луны, она режет нити судьбы, то есть она прекращает жизнь, которая уже в этом мире не нужна. Она же владелица замерзшей воды, она же означает всеобщую смерть, но не смерть, смерть — это смена мерностей. То есть завершение чего-то одного приводит к продолжению чего-то другого. А также она оберег, символизирующий равновесие. То есть она сохраняет равновесие. И один из символов бессмертия и богини Мары является ель. Потому что, вы понимаете, зимой и летом одним цветом. Поэтому она участвует в зимних торжествах. Но почему ель символ бессмертия? Она относится к самым долгоживущим деревьям на нашей планете. Ель обыкновенная. Вот вам ель, которая, например, найдена в шведской провинции. Ее возраст 9,5 тысяч лет. То есть это не просто символ бессмертия, но это, как я обращал внимание на тех, кто хочет жить в равновесии с природой, иметь высокую продолжительность жизни и здоровье, что нужно обращать на многолетние растения, которые дают эту силу. Тем более эту силу дает ель, потому что она и зимой, и летом, то есть вне зависимости от погодных условий, она одним цветом. И эта сила и позволяет действительно жить очень долго. И славяне ее использовали. И мы в технологиях бессмертия еще раз проговорим, как же использовать эту силу ели. Поэтому, зная это, славяне, что же они делали? В самое холодное и темное время года, то есть примерно на Карачун, люди ходили в лес и делились своими съестными припасами с лесными жителями, развешивая их на елках, символах бессмертия богини Мары. Они в первую очередь поддерживали этих лесных жителей, в основном в первую очередь птичек разных, почему развешивалась еда, в том числе и высоко. Они только что снизу разложили, как бы нижние звери съели, а птичкам ничего не досталось. И то, если была возможность, то есть использовали здравомыслие. Если есть возможность, поделись. Зачем это делали? Чтобы птицы тоже легко переживали, животные, как бы самое холодное время года, чтобы потом они могли дальше бороться с вредителями. Потому что если все птички в лесу помрут, то просто на следующий год этот лес вредители просто съедят. То есть люди понимали, что нужны и животные, и птицы, и им тоже нужно помогать, если есть такая возможность. Поэтому они ходили в лес и украшали елку съестными припасами, которыми они могли поделиться. Ну, фактически, можно сказать, кормушки ставили. Зачем это делать, вы теперь понимаете. То есть елка украшалась в лесу. И это было здравомыслие людей, которые думают не только о себе, как о части природы, но и о природе. И делятся тем, что возможно, облегчая как бы природе возможность пережить эти трудные времена. А теперь сравните это с тем, что делаете вы сегодня.
То есть символ бессмертия, который мог бы прожить тысячи и тысячи лет, уничтожается под ноль десятками, а может сотнями, а может и миллионами экземпляров. Просто, то есть, вырубается гигантское количество молодого леса. И все это идет, как вы думаете, в плюс, как бы карма. Ну ладно, карма. Вопрос даже не в карме, вопрос в том, что елочка не просто дерево смерти, она не просто дерево бессмертия. Почему она относится к богине Мары, к богине смерти, смены мерности? И почему оно используется в похоронных ритуалах, как вы думаете? Ну я вам напомню, потому что я понимаю, что вы как бы это знание потеряли. Дело в том, что древо и цветы, лишенная корней, забирает энергию из окружающего пространства, потому что корней нет. Получается, нужно брать энергию, что окружает тебя, то есть фактически аурой, как хотите это называйте, то есть душой, древо. Именно поэтому елки и срезанные цветы используются в похоронных обрядах, при похоронах людей. Почему? Тогда энергия боли и страдания как бы собирается этими растениями, которые тоже умирают. Они собирают энергию вокруг себя. И энергия боли и страдания потом из квартиры выносится и вывозится на кладбище. Как бы забирается. А теперь представьте, во время веселых праздников, когда люди выплескивают положительную энергию, вы ставите у себя в доме умирающее дерево. Которое умирает, кстати, в муках, как вы понимаете. Оно умирает долго, в муках. Вы все эти дни типа празднуете, выделяете положительную энергетику, и она эту энергетику забирает. Именно поэтому после так называемых таких праздников плюс алкоголь, плюс эти праздники происходят вроде бы в праздники, но не те, не в то время. То есть вы максимально отдаете свою жизненную, я подчеркиваю, энергию, не просто энергию какого-то веселья, а именно свою жизненную энергию, и так происходит из года в год. То есть это удар и по природе, и по человеку. Ну, один из сатанинских таких обрядов, который насильно внедрен, а вы им пользуетесь, потому что лишение образования, образов, лишение понимания, как работает природа и человек, приводит именно к таким тяжелейшим последствиям. Такой же механизм можно отнести и к тем же цветам, которые срезаются. Работают они точно так же. Поэтому цветов никогда никому срезанных как бы не дарили. А сейчас это повсеместно просто для того, чтобы зарабатывать деньги. Вы скажете, а какой тогда выход? А на самом деле выхода целых два. Как безумие заменить разумностью. Брать и покупать маленькие ели в катке с землей, которая весной будет высажена в почву. Ну, это, скажем так, для богатых, потому что, скорее всего, это дороговато. А второй вариант очень простой, которыми я, например, пользуюсь последние, грубо говоря, 40 лет. Мы когда-то купили искусственную елку и раз навсегда закрыли этот вопрос. Ну, в лучшем случае, пару веточек туда для запаха можно положить, это как бы допускалось. Выход разумный для нашего времени, разумный, то есть вы сохраните не просто леса, не просто не будете уничтожать символ бессмертия, который наоборот помог бы вам увеличить продолжительность жизни, но и сохраните свою энергию. Конечно, при этом еще и нужно бросить все-таки бухать. Опять же, в лесу родилась елочка, вот пусть там и растет. То есть это и есть основа славянской культуры. Если у вас есть возможность, ну сходите в лес, поделитесь с лесными жителями своими съестными припасами. Пускай им будет легче пережить зиму, тем более самые тяжелые времена, то есть самая продолжительная ночь. Ну и то же самое, не просто здесь завязана богиня Марена, Мара, богиня смены мерностей. У нее, она была когда-то женой Велеса. Опять же, вещий лес, это магнитное поле нашей Земли, которое нас защищает. Поэтому вначале было слово, это обратное прочтение Велеса. Она же Слава, богиня, то есть женская ипостась Велеса. И вот Мара и Велес, как бы от взаимодействия имеют сына Мороза. Друзья, не могу пройти мимо грандиозной предновогодней распродажи на все товары марки Синтезит. Только до 29 декабря у них скидка до 40% на все препараты. Вы знаете, в следующем году серьезно вырастет налоговая нагрузка, и Синтезит вынужден будет поднять цены. Но сегодня можно купить не просто по старым ценам, но и с самой большой возможной скидкой. Всем рекомендую попробовать Синтезит, в том числе их уходовую косметику.
Да-да, именно Мороз, Дед Мороз. То есть повелитель земных холодов, который сковывает стужей землю, как бы погружая ее в смертный сон. То есть более безобидный образ, чем суровый Карачун. Он, да, образ сказочный, праздничный, есть у него и братья, но Снегурочка, скорее всего, ее все-таки как бы внучечка, хотя там непонятно, кто кого родил и как. А, соответственно, его помощники это снеговики, которые, опять же, лепят дети, под которым больше всего и нравятся эти зимние праздники. Изначально он назывался, кстати, Студенец. Вот отсюда и образ Дедушки Мороза, который вообще-то приносит нам свои дары фактически просто тем, что мы и отдыхаем в это время, как бы люди делятся угощениями, дарят различные подарки, вот отсюда он в итоге стал приносить и подарки. Ну, а Снегурочка, опять же, это девочка из снега, то есть фактически ее создают, скорее всего, люди, то есть аналог снеговика, поэтому она считается внучкой Мороза, хотя непонятно, кто там, как ее родил, скорее всего, просто ее делают люди, вот отсюда и образ Снегурочки. То есть теперь вы понимаете, как это все завязано на вселенскую энергию, как это все завязано на образы, и что это все четко родом из славянской культуры. Да, извращено, извращенцы извратили, переиначили, но смысл-то понятен. То есть это легко вспомнить, легко понять, откуда растут, как говорится, корни, и вернуться к этим корням, чтобы не терять свою энергию, а продолжать ее получать от Вселенной. Поэтому предлагаю сделать выводы. В самое холодное и темное время года, то есть примерно на Карачун, люди ходили в лес и делились своими съестными припасами с лесными жителями, развешивая их на елках. Символом бессмертия богини зимы и смерти Мары. Ну, это если была возможность такая. То есть везде использовалось здравомыслие. Почему же использовалась елка? Хочу напомнить, что древо или цветы, лишенные корней, забирают энергию из окружающего пространства. Именно поэтому елки и цветы используются в похоронах. Тогда энергия боли и страдания потом вывозится на кладбище. Сейчас же неразумное использование елей во время веселых праздников, так называемых, приводит к потере людьми положительной энергетики. Ну и вырубанию лесов соответственно. Есть два простых выхода из этой ситуации. Маленькая ель в катке с землей, которая весной будет высажена в почву для тех, у кого есть такая финансовая возможность. А или искусственная ель раз и на всю жизнь. Дед Мороз же используется, потому что он сын Велеса и Мары. Мара это не только богиня смерти, она богиня бессмертия, но и зимы. Именно поэтому в зимних праздниках используется образ Деда Мороза. Изначально его называли Студенцов. Его праздничный день считается почему-то 6 декабря. Ну, может, потому что он как бы входит в свою полноценную силу. И его внученьки Снегурочки. Ну, непонятно, внученька или его просто как бы люди делают, как ему помощница Деду Морозу, как и снеговика, кстати. В святке было принято совершать обряд кликания Мороза. Его зазывали на трапезу, угощая ритуальной поминальной едой, блинами, кутью и так далее. То есть как бы делились. То есть, как я и говорил, все мы имеем с духовного мира. Мы немножко отдаем в духовный мир. Они там получают гигантский прилив этой духовной энергетики. Они нам отдают немножечко духовной энергетики от себя. Мы получаем гигантский прилив материальной энергетики в нашем материальном мире. Вот энергообмен, зачем это шел. В честь Мороза дети лепят снеговиков, то есть подручных Мороза. И помните, повторение мать учения. Повторите новую информацию столько раз, сколько нужно для усвоения. Все ссылки на материалы в описании, там и более подробное описание, как праздновались эти праздники. Переходите, знакомьтесь, также можно определить где, когда, что происходит, то есть астрономические события расчетные, то есть все это в ссылках под видео. Нажмите кнопочку еще, ссылочки, и увидите эти ссылочки и описание под видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.